Приветствую на канале Ульяна Шьет. В этом видео я продолжаю шить жакет в клетку, на очереди карманы. Сначала соединю боковую и переднюю части полочек, совмещая клетку. Утюжить швы удобно на окороке, набитом опилками. Смотрите вверху подсказку, как его сделать, или оставлю ссылку в описании к видео. Подготовить мешковину кармана с подзором. Подзор с одной стороны я обметала, и его надо будет пришить к мешковине. Далее нижняя обтачка рамки. Я ее раскроила по косой, продублировала. В сложенном виде она составляет 2 сантиметра, и я разделила ее пополам. 1 сантиметр это будет ширина рамки. Далее клапан, состоящий из 2 деталей, каждая из которых продублирована. С лицевой стороны я сделала наметку, чтобы она была видна с изнанки. И теперь откладываю равные припуски 1 сантиметр по всем сторонам клапана. Срезаю по начерченной линии и внутреннюю сторону клапана уменьшаю на пару миллиметров, чтобы выложить перекаты и с лица их не было видно. Теперь, выравнивая все срезы клапана, нужно сметать по разметке, припосаживая с одной стороны длинную сторону клапана. После стачивания с внутренней стороны клапана срезать припуск до 0,4 примерно сантиметров, а в уголках высечь треугольничками. После выворачивания выметать кант косыми стежками и отутюжить. Самый ответственный момент – ровно разметить местоположение клапана, чтобы все полосочки сошлись. Я дополнительно даже проложу жиульку яркой ниткой, чтобы с изнанки эта линия была ровной. Совмещая линию кармана на полочке с линией на клапане, приметываю клапан, а затем пришиваю. Срезаю лишний припуск у клапана до полусантиметра. Теперь нужно приметать обтачку, она уже размечена. Срез обтачки совмещаю со швом притачивания клапана. Строчку прокладываю по нарисованной линии. 1-2 мм нужно отступить от строчки пришивания клапана. И теперь ответственный момент, нужно сделать надрез между клапаном и обтачкой. Не доходя 2-2,5 см до начала строчек, постараться не дорезать примерно миллиметр. Припуски вывернуть наизнанку и на этом этапе пойти на утюг. Далее я пришиваю мешковину лицевой стороной, верхнюю часть с подзором к шву с клапаном, а нижнюю часть к шву с обтачкой. Шить точно по проложенной ранее строчке.
На этом этапе я пришиваю треугольнички по бокам вместе с мешковиной с одной и другой стороны. По бокам рамки можно также сделать закрепки узким зигзагом. Например, если ткань сыпется, это сделать даже обязательно. По бокам стачайте мешковину справа и слева. Карман полностью готов. Пишите свои комментарии, понятно ли вам было объяснение. Ну а я в свою очередь благодарю вас за лайк. Подписывайтесь на канал Ульяна шьет. Впереди еще много работы по пошиву жакета. Всем пока-пока.